Итак, вы хотите тату. Вы выбрали идею. Может быть, вам понравилась какая-то определенная работа у знаменитости или вашего друга. Настало время искать мастера. Но как же к этому существу правильно подойти? Всем тату! С вами Алекс, и сегодня мы подробно разберем, как общаться с мастером, чтобы получить наилучший результат. Привет, я хочу вот эту тату. Сколько стоит? Давайте разберем почему. Что нам дает такой ответ? Нихуя. Вот просто нихуя. Да, вы поняли, насколько опустеет ваш кошелек. Но что это говорит о результате? Ровным счетом ничего. Но Алекс, я посмотрел профиль мастера, мне понравились его или ее работы, разве этого недостаточно? Возможно и достаточно, но для начала нам надо убедиться, что мастер вообще работает в данном стиле. Начинаем диалог всегда с того, что уточняем, способен ли мастер дать нам ожидаемый результат. Привет, мне понравились твои работы. Я бы хотел сделать вот эту тату. Ты работаешь в таком стиле? Думаю, что делать, если вы получаете негативный ответ, вы и так знаете. Но если мы получаем положительный ответ, идем дальше. Можешь, пожалуйста, скинуть мне примеры работ, которые похожи на то, что я хочу. Внимательно ознакомливаемся с теми работами, что вам отправили. Обратите внимание на то, насколько они удовлетворяют ваше видение качества. Если вас все устраивает, переходим к следующему шагу. Если же нет, пожалуйста, будьте вежливы и напишите это мастеру. Это лучше, чем просто проигнорировать сообщение. Отметьте те работы, что вам понравились. Можете уточнить, что конкретно вам понравилось в этих работах. Это нужно для того, чтобы мастер лучше понял ваше видение. И это также нужно вам, чтобы вы в своей собственной голове лучше поняли ваше видение. Теперь переходим к очень важному шагу в общении с мастером. Обязательно найти зажившие работы мастера в профиле. И если вы их там не нашли, на консультации обязательно попросите, чтобы мастер показал вам их. Можешь поделиться примером заживших работ в данном стиле? Если нет в данном стиле, то мне интересно посмотреть, как заживают работы у тебя. Данный шаг поможет вам понять, какой будет результат. Напоминаю вам о том, что ваша татуировка – это не то, что вы видите после сеанса, а то, как она заживает. На что стоит обращать внимание, когда вы смотрите на зажившую работу? Из очевидного. В первую очередь, сравниваем ее с вариантом сразу после сеанса. Насколько сильно она отличается. Если татуировка теряет в насыщенности не более 10-15%, то это абсолютная норма. Так и должно быть. Но если вы видите, что татуировка сильно потускнела, это значит, что у этого мастера недостаточно навыков и к нему лучше не обращаться. Это говорит о том, что мастер заносит пигмент слишком поверхностно или слишком глубоко или дает неправильные рекомендации по заживлению тату. Стоит обратить внимание на контур. Если вы видите такое, Вот здесь расплылись, вот здесь расплылись, вот здесь расплылись. это значит, что мастер слишком глубоко занес пигмент под кожу, что свидетельствует о плохой технике. Если контура нет, как это происходит в реализме, то же самое можно увидеть и в покрасе. Это также наглядно показывает, что мастеру необходимо научиться работать с техникой покраса. Если вы планируете перекрытие, то добавляйте еще один шаг. Обязательно попросите перекрытие в процессе, чтобы убедиться, что под зажившим результатом лежит то самое до, о котором заявляет мастер. Итак, вы убедились, что тату у мастера заживают хорошо и соответствуют вашему видению качества. Тут есть два варианта. Идеальный и менее идеальный.
А перед тем, как мы продолжим, я бы хотел попросить вас поставить лайк этому видео. Если вам есть что сказать, пишите комментарии. Мы все читаем, всем отвечаем, никого не игнорируем. А также подписывайтесь на наш канал. Мы выпускаем видео 2 раза в неделю. Продолжим. Идеальным вариантом будет сходить на консультацию к этому мастеру. Потому что помимо качества исполнения есть еще человеческий фактор и сервис. Если вам важно, как будет проходить сам процесс, и если вам важен комфорт и то, как к вам будут относиться в данной студии, помним, что тату – это болезненная процедура. Нужно убедиться, что мастер или студия способны создать комфортную атмосферу и оказать необходимую поддержку во время сеанса, если вам вдруг станет плохо или просто страшно и больно. В обоих вариантах теперь стоимость будет иметь смысл. Сейчас можно задать тот самый вопрос из начала видео. Сколько стоит? Вы убедились в том, какого результата стоит ожидать, за что вы платите. Теперь эти цифры 300, 500, 800 несут за собой ценность. Вы действительно сможете сравнить тату-мастеров между собой. Уже сделали тату и не хотите столкнуться с проблемой при заживлении? Натали подробно разбирает самые частые проблемы в этом видео. А если вы уже сделали плохое тату и ищете возможности исправления, то кликайте на это видео.